125, 60, 30 и бал. Чуть-чуть. Чуть-чуть сниму. Чуть-чуть. Блин, так красиво на самом деле. Даже здесь уже. Даже здесь, около железной дороги. В конце октября мы с Данилом решили развеяться и выбраться на природу и отправились в Сестрорецк. Точнее, на Сестрорецкое болото, где проходит экотропа. Находится она к северу от Санкт-Петербурга. Мы доехали до станции Белоостров и далее еще где-то полчаса топали пешком. Но, к счастью, сама дорога до болота была достаточно живописной. И ко всему к этому у меня небольшая новость. Я обновила себе камеру. 7 лет я снимала на Nikon. И вот теперь решила перейти на Fuji. До этого на Fuji я не снимала примерно никогда, поэтому мне до сих пор очень сложно. Так что по пути к болоту я параллельно пыталась разобраться с настройками, и часть фрагментов из этого видео будут сняты уже на Fuji. Хотя бы я на нее раз снимал. Вот я говорю 1 раз. Это типа на 15 минут вышел в парк, и все. Поэтому Только ступив на экотропу, мы сразу же погрузились в какой-то сказочный лес. Кругом были красивые деревья, пенечки, листочки, мох, какие-то грибочки. Я это все очень люблю, и я очень давно никуда не выезжала, поэтому я была просто в восторге. Также где-то в этой области родился художник Иван Билибин, автор множества иллюстраций для российских сказок. Я не знаю, бывал ли он на этом болоте, но когда находишься здесь, кажется, словно эти пейзажи прямо сошли с его иллюстраций. Также я ассоциативно вспомнила картину «Мишки в лесу», но на момент записи почему-то я вспомнила только конфеты и назвала их, шишки в лесу. Большая часть болота уже была покрыта льдом, но я ни капли не расстроилась, что мы приехали в конце октября, потому что осенью здесь особенно красиво, и вот эта замерзшая гладь ледяная тоже придает своего шарма, и мы даже сделали пару красивых кадров. А он не может сам фокусироваться? Что я должна ручками делать? There's an old black train a-comin', scraping along the iron. You don't need no ticket, boys, it'll take you when it's time. Моменты жизнь это ощущается сном, на самом деле. Вот тут очень красиво. Батарейки замерзли. Далее мы вышли к самому болоту, и у меня была задумка снять там еще рилс. Сейчас по болоту гладим. По болоту гладим. Здравствуйте. Так, ну в целом вроде хорошо. Мы снимали в будний день, поэтому там практически не было людей, но именно когда мы накинули простыню, пошли люди, их очень заинтересовала наша съемка, они сами сделали фотки. Там было так страшно под этим одеялом. Ну, то есть, я когда ей измачиваю, она должна закрыть, то есть, такой переход. А, типа ты хочешь в камеру кинуть? Да. Да, вот в этом будет все сложно. Вот. Ну, типа того, да, пусть еще и поделай просто. Вообще в целом так красиво, когда ветер такой. Так. Вот хлыстов. Расправь ее. Давай. И вот так, как вот так вот. Оп, на камеру. Да? Вроде было. Ну да. Я его замочила. Просто фоточку поделать. Ля-ля-ля. Красота. Ага. Кстати, мне тепло, ты закутаешься. Да, я так до вокзала пойду вообще. В метро У пойду. нас уже снимались, так что. Я снимаю. Блин, реально теплее. Давайте шар там хотя бы.
Или простыню. Выбирай, шарф или простыня. Мы отморозили все ушки, носики, ручки, отсняли фотки, отсняли видео и отправились домой.